Лара родилась на Дальнем Востоке, в крошечном городке, который большую часть года укутан снегом. С октября по май улицы тонули в белой тишине, а дома напоминали заснувшие ульи. Развлечений здесь почти не было, и вечера девушка коротала в наушниках, заглушая крики и ругань пьяной матери с отчимом. Они редко вспоминали о ее существовании, и, честно говоря, это было к лучшему. Ссоры вспыхивали из-за пустяков: немытая посуда, недоеденный ужин, брошенный взгляд. Лара росла в этой обстановке и клялась себе: ее жизнь не будет такой. Она не променяет молодость на соседа-электрика и бутылку самодельной настойки. Лара с детства верила: люди делятся на статистов и звезд. Она — из вторых. Школа прошла без особых чудес. Училась она средне, но умела располагать к себе людей. Преподаватели проникались сочувствием к старательной девочке из неблагополучной семьи, завышали оценки, и в итоге Лара окончила школу с достойным аттестатом. Она поставила точку в этом городе. «Мама, я уезжаю. Больше мне здесь делать нечего». Мать смутным взглядом спросила: «Ты в магазин?» «Нет, в другую жизнь», — сказала Лара и уехала в Санкт-Петербург. Город принял ее неожиданно тепло. Она поступила на экономический факультет в один из вузов и поселилась в общежитии. Учеба волновала ее мало, она метила выше. Зачем жизнь, в которой ты разбираешь дебет с кредитом в душном офисе, если можно выйти за кого-нибудь, кто в силах купить этот офис? Сначала Лара искала встречи в барах и клубах, но там попадались лишь пустые и несерьезные парни. Тогда она сменила тактику. Театры, выставки, музеи — так начиналась ее охота. И однажды в картинной галерее она остановилась рядом с мужчиной у полотна и сказала: «Эту картину Натан Альтман написал в эмиграции. Она полна тоски по дому». Мужчина обернулся. Дорогой костюм, золотая печатка, но без кольца. «Вы разбираетесь?» — спросил он. «Немного», — ответила она. Его звали Игорь. Лара поняла, он клюнул. Игорь оказался вдовцом и владельцем нескольких производств. Искусство было для него хобби, а не страстью. Лара могла часами рассказывать о картинах, и ему это нравилось. Через полгода они поженились. Учебу она бросила. Теперь у нее была жизнь, которую она считала достойной. Путешествия, бренды, украшения, зависть подруг, ночные клубы, нескончаемый поток денег. Но любви не было. Игорь был старше ее на 20 лет. Умный, но тяжеловесный, скучный. Сидеть бы ему в парламенте или считать дивиденды, а не быть мужем молодой красавицы. Лара скучала. И тогда появился Никита, новый водитель. Молодой, подтянутый и совершенно равнодушный к ее флирту. Это только подогревало интерес. Она расспрашивала его, откуда он, кто его родители. «Из-под Красноярска. Родители умерли». «Я тоже сирота». Зачем-то сказала она. Почти не соврала. Мать не звонила уже лет 5. Лара начала проявлять инициативу, но Никита держался ровно, пока однажды она не коснулась его руки. «Вы мне мешаете», — коротко бросил он. Но она почувствовала. Лед начал трескаться. Через месяц он сдался. Они встречались украдкой в недорогих отелях подальше от центра. Лара чувствовала себя живой. Игорь почти не бывал дома, и девушка была счастлива. Так продолжалось до одного вечера. Лара вела машину пьяная, счастливая. «Ты не в состоянии», — пытался остановить Никита. Но она смеялась, включила музыку и вдавила педаль в пол. Авария произошла мгновенно. Удар пришелся на пассажирскую сторону. Никиту госпитализировали. «Все плохо», — сказал врач. Игорь прикрыл ее от полиции, но стал холоден. Навещая Никиту, Лара впервые ощутила чувство вины,
но потом просто перестала приходить к нему. Через полгода Игорь вернулся с работы и сказал: «Я все знаю, собирай вещи». Он выгнал ее. Без денег, без драгоценностей. Только вечерние платья и туфли, непригодные к обычной жизни. На улице среди людей она плакала, как ребенок. Вдруг знакомый голос. «Лара?» Это был Никита в инвалидной коляске. «Я тебя узнал», — сказал он. Никита пригласил ее к себе. Жил теперь он в деревне, в подвале дома, сгоревшего после пожара. Вместе с ним жил Трофимыч, дед-сосед, приютивший сироту-инвалида. Лара осталась, потому что другого выбора у нее просто не было. Спала на раскладушке, работала на складе. Однажды вечером Никита не выдержал. «Ты для меня не просто интрижка. Я люблю тебя. Выходи за меня». Лара молча смотрела на него, а потом кивнула. Не потому, что это казалось спасением, а потому, что впервые почувствовала, ее кто-то любит по-настоящему. Они сыграли скромную свадьбу, пара свидетелей, скатерть на кухонном столе и пирог от Трофимыча. Все было непритязательно, но удивительно по-домашнему. Никита плел корзины, чинил обувь, иногда помогал соседям. Лара трудилась на фабрике, вечерами читала книги, убиралась в доме. Жили бедно, но честно, с каким-то внутренним достоинством. Одним вечером после особенно тяжелой смены она не захотела возвращаться домой. Шла наугад и оказалась на мосту. Стояла, глядя в воду. Казалось, она ничего не чувствует. Ни страха, ни печали. Просто тишина внутри. Наверное, если бы не случилось то, что случилось дальше, она бы спрыгнула. Но чей-то отчаянный крик вырвал ее из раздумий. Под мостом в воде барахталось маленькое тельце, ребенок. Не раздумывая, Лара прыгнула вниз, прямо в ледяную реку. Вода обожгла кожу, одежда тянула вниз, но она, борясь с паникой, подхватила малыша и вытащила на берег. К ней подбежала женщина, няня, как оказалось. «Он совсем кроха. Спасибо вам. Я бы не справилась», — всхлипывала она. Лара лишь кивнула, дрожа от холода. Вскоре подъехала дорогая машина, из которой вышел представительный мужчина. «Вы спасли моего сына. Я не знаю, как вас отблагодарить». Он говорил сдержанно, но в глазах стояла тревога. Лара, замерзшая, но странно спокойная, ответила: «Не нужно благодарности. Просто отвезите меня куда-нибудь. Я не знаю, куда мне идти». Они поехали в ближайший ресторан, где ей принесли сухую одежду и горячий чай. Мужчина, представившийся Алексеем, выслушал ее историю. Лара рассказала все: про бедность, аварию, изгнание, про то, как дошла до моста. Алексей молча кивнул и кому-то позвонил. В течение пары часов у нее был счет в банке, новая одежда и предложение помощи. Начинайте все сначала, а если понадобится помощь, звоните. Когда Лара села в поезд и вагон уже тронулся, на ее телефон пришел звонок. Это был Никита. Его голос был тихим и сдавленным. «Лара, Трофимыч умер. Приезжай, я не справлюсь один». Лара вжалась в кресло, слезы выступили на глазах. Через мгновение она сорвалась с места, дернула стоп-кран и сошла на ближайшей станции. Ее место было там, где ее ждали. Она вернулась. Рыдала рядом с Никитой, ощущая, что наконец-то дома. Рассказала ему о помощи от Алексея, о деньгах, которых она теперь почти стеснялась. Никита слушал молча, потом спросил: «И куда теперь?» «Лечиться. Мне нужен здоровый муж», — ответила девушка. Он долго отнекивался, но Лара настояла. Его отправили на лечение за границу, и после долгой реабилитации Никита впервые за много месяцев встал на ноги. Они купили небольшую ферму неподалеку от деревни, где все начиналось. Занялись делом. Лара ухаживала за животными, Никита чинил технику. Иногда она ловила себя на мысли, что, возможно, именно такую жизнь она всегда и искала.
Не гламурную, а настоящую. В один осенний вечер она сидела у окна, глядя, как муж мастерит кормушку для кур, и вдруг вспомнила о матери. Та жила одна, болела, давно не пила. Лара не раздумывала, поехала за ней. Мать не узнала ее сразу, но в глазах зажглось что-то теплое. Лара привезла ее на ферму, и впервые за много лет они вместе пили чай на веранде. Однажды вечером, когда они втроем ужинали, Никита сказал: «Теперь у нас семья, только детей не хватает». Лара улыбнулась и ответила, слегка покраснев: «Будут, очень скоро будут». Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.